Друзья, добрый вечер, серферы, бездельники, девианты, все, кто нас смотрит. У нас сегодня будет интереснейший эфир в нашем украино-польском проекте с Димой Кадубиным, потому что наш гость заслуживает уважения, самого такого пристального внимания его аналитические оценки, поскольку он, во-первых, хорошо понимает контекст этих отношений, хорошо понимает контекст вообще восточной политики Польши и взаимоотношения Европейского Союза с Востоком, как говорят в Польше, и при этом обладает острым умом и смелостью называть вещи своими именами. И речь идет о Витольде Юроше, польском журналисте, крупного польского портала, политического портала ОНЕТ, который ранее работал в МИДе Польши. И, собственно говоря, это дает такое вот сочетание глубины и свободы, которая позволяет говорить неформатно о тех вещах, которые в том числе интересуют и нас. И недавно Витольд Юрош, скажем так, прогремел в украинских СМИ, в том числе и с моей легкой руки, потому что я одним из первых увидел, значит, на Онете эту статью, и мы ее перевели и поставили, и она пошла гулять в украинском сегменте интернета. Относительно скандала между Радославом Сикорским, главой МИД Польши, и Владимиром Зеленским на Ялтинском форуме, который там недавно был, когда разговор был на повышенных тонах, в общем-то, относительно тех животрепещущих тем, которые волнуют и украинское, и польское руководство. Ну, в частности, о военной помощи. Там шел разговор, и Радослав Сикорский, в принципе, достаточно рационально и аргументированно объяснил, почему Польша не может дать Украине то оружие, которое хочет Украина. И, ну, об этом мы чуть позже поговорим. И по поводу Волынской трагедии. И, в общем-то, многие журналисты, которые освещали этот саммит, они не захотели об этом рассказывать. То есть позиция была такая, что давайте не будем это выносить в СМИ, в широкий дискурс. Но Витольд вот как раз пошел против этого тренда. И за это ему огромное спасибо, потому что то, о чем в кулуарах там, в Варшаве и в Киеве говорили давно, вдруг было предъявлено и полякам, и украинцам. И я считаю, что чем чаще, чем мы будем жестче говорить по поводу своих интересов и не бояться противоречия и сложности выводить на поверхность, тем лучше будет для наших обеих стран, и тем быстрее, возможно, мы сможем перейти к действительно полноценным стратегическим системным отношениям, а не будем наши отношения вести в формате стратегического бардака. Вот я бы сказал так. Добрый вечер, господин Витольд. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. И позвольте только две заметки. Я, к сожалению, не говорю на украинском. Я здороваюсь с украинцами, говоря «Слава Украине». Но, к сожалению, на этом и заканчивается мое умение. А насчет этой свободы слова, вы это связали с тем, что я работал в МИДе, это наоборот. Если человек работал в МИДе, скорее всего, у него нет свободы слова на всю жизнь. Это результат того, когда человек уже перестает там работать. Вот это так. Ну, я в общем-то говорил как раз о том, что вы меня чуть-чуть неправильно поняли, что вы как раз простите. Вот человек, который был в МИДе и при этом потом ушел в журналистику, обладает шириной и глубиной, которые делают вас уникальным. Вот мой посыл был в этом. Простите, так я не понял. Да, героям слава, пане Витольде. Это прекрасно, что вы говорите по-русски. В общем-то, у нас аудитория в основном русскоязычная. Сегодня я буду говорить по-русски, на удивление. Благодаря последним инициативам ультрапатриотическим, я это даже делаю с удовольствием, скажу так. Вот, я хочу добавить к словам Юры о том, что вы, насколько я понимаю, очень хорошо разбираетесь в кухне польской политики и польской дипломатии, что тоже важно, то есть помимо того, что по линии Украины и Польши происходит. И также вы были исполняющим обязанности, если я правильно понимаю, посла Польши в Беларуси в течение 2 лет.
И вы были первым секретарем посольства Польши в Москве. То есть вы еще и из середины знаете вот эти дипломатические круги Москвы и Минска. Ну, это давайте зрители будут решать, если я сдаю. Хорошо, давайте начнем наш разговор. И начнем вот с чего. Вы дали 20 октября большое интересное интервью, значит, на канале Дидаскаля, да? Вот. И там прозвучала масса интересных тезисов, которые, возможно, украинцев в каких-то моментах даже бы порадовали, потому что, ну, вы так говорили, что Украина ведет такую более напористую, что ли, политику, поскольку Польша, там даже звучал такой тезис, что Польша не имеет общей политики, ну, поскольку есть президент, институт президента, есть правительство, которые в парламентско-президентской республике имеют соответствующие полномочия, идет такая как бы конкуренция. И это сказывается на эффективности и целостности внешней политики Польши. И что, значит, вы говорили о том, что украинцы даже вот используют эти противоречия, хотя на самом деле, я думаю, что многие дипломаты самых различных стран играют вот на противоречиях, которые есть между элитами различных стран. Но вот вы когда описывали, собственно, почему вам отдали информацию по поводу, что украинцы дали информацию по поводу этого скандала между Зеленским и Сикорским, и описали почему, подноготную, почему это произошло, потому что там у вас был конфликт с Сикорским в свое время, и вы ушли поэтому из МИДа. И вот тем самым вас как бы так пытались использовать для того, чтобы соответствующие коннотации были поданы с вашей стороны. В соответствующих коннотациях была очевидно была подана эта информация. Но вы как раз подали вот классически, взвешенно, четко, как бы. Я думаю, что это как раз поставило вас на уровень вот этой правильной, честной журналистики, там, да, которая по поводу истины, а не по поводу манипуляции. И вот в этом интервью вы очень много говорили о сложностях в наших отношениях, как Польша должна смотреть на Украину. И давайте начнем с того, что как вы характеризуете состояние наших отношений на текущий момент. Потому что буквально там пару дней назад из Киева опять прозвучали тезисы по поводу того, что Польша должна дать Украине корейское оружие, вот это новейшее, которое сейчас Польская Республика закупает. И это звучит просто как безумие, ну вот я говорю как украинец, это звучит как безумие, потому что, ну, очевидно, что дорогая программа перевооружения, которую начала Польша в контексте войны, она, ну, не оставляет никаких сомнений, что Польша будет с помощью корейского оружия в первую очередь сейчас закрывать свои потребности, потому что в 22 году Польша настолько много отдала советского оружия, что фактически по ряду аспектов сегодня является слабее, чем Украина. Ну, например, системы ПВО, которые стоят на вооружении Польши, они слабее, чем то, что получила Украина за последние 2 года. Так вот, вот в этом контексте, как вы видите, как бы вы сейчас охарактеризовали отношения между Украиной и Польшей, и какие настроения польских элит относительно Украины сейчас можно назвать такими трендовыми? Ну, я бы сказал так. Понимаете, когда я уезжал в командировку в Беларусь, я помню, я поехал в книжный магазин купить какой-то гид туристический, но чтобы кроме работы кое-что увидеть. Я не нашел ни одного, просто реально ни одного. Я помню, что я проверил, что насчет Украины были всего 2 книги, а вот насчет Таиланда было 14. И вот такого рода у нас было партнерство. Мы себя друг друга называли стратегическими партнерами, только мы никак друг друга не знали, так реально. Вот это очень сильно изменилось. Я просто каждый день встречаю украинцев. Они просто здесь живут. Это мои соседи.
То есть в моем подвале живут украинцы. В моем подвале жена одного из моих соседей по происхождению украинка. У нескольких ночевали украинцы, когда вот эта война началась, и пару миллионов украинцев, ну мы не знаем сколько, ну, порядка 3-4 миллиона приехало. Они в этом подвале жили, в котором у меня есть квартира, да. У нас, у моей жены и у меня тоже. И в этом смысле эти отношения очень хорошие, поскольку мы наконец-то знаем друг друга, и это очень хорошо. И это первый момент. Второй момент тоже позитивный, к негативным перейдем позже. Это то, что у нас общий враг. Правда, нас он не бомбит, а Украину он бомбит, но, в общем-то, Россия это наш стратегический враг. Из-за этого логически мы стратегические союзники. Ну, к сожалению, есть и сложные моменты. Польша, когда война началась, как вы помните, открыла границы и стала передавать оружие. И мы этого оружия передали очень-очень много. То есть мы передали почти 400 танков. То есть больше танков, чем Соединенные Штаты, Великобритания, Швеция, Норвегия, Чехия, Словакия, Испания и все остальные страны вместе взяты. И это было с военной точки зрения ну, неправильно, так сказать, с точки зрения безопасности Польши, поскольку, например, насчет артиллерийских снарядов мы передали даже так называемый стратегический резерв. То есть у нас почти ничего не осталось. Но мы это сделали, во-первых, потому что это было в наших интересах, чтобы Украина смогла не проиграть войны. Если хотите, потом можем поговорить о том, почему я говорю не проиграть, а не выиграть, поскольку это две разные вещи. Но давайте это оставим на тот момент. Но это был тоже такой, знаете, мы как будто бы принимали это решение не только умом, но и сердцем. То есть я лично ездил там, где посольство России находится, я орал, я не кричал, я орал слова, которых цитировать не могу. Но я помню, я встречал людей, которые меня узнавали, и они были в шоке, что журналист вот такие слова кричит, да. Я со всеми украинцами здоровался, говоря «Слава Украине». Хотя, исторически смотря, это не тот лозунг, который мы, поляки, должны употреблять, поскольку этим лозунгом в свое время пользовались те, которые убивали поляков. Но я понимаю, что контекст изменился, из-за этого я так и здоровался, и здороваюсь с украинцами и сейчас. Ну, ответ на вот этот жест, не политический, а жест сердца, такой спонтанный, мы не получили такой реакции, такой дружеской, только такую довольно жесткую политическую реакцию. И в итоге мы настолько сильно влюбились в Украину и в украинское руководство, что сейчас пришло разочарование. Я очень этого разочарования боюсь, поскольку в политике, так как и в жизни, то есть если люди дружат, это хорошо, а если люди влюбляются, то разочарование может быть столь же радикальным, как и любовь. И вот этого я боюсь. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы в итоге поссорились, поскольку это просто противоречит нашим интересам. Но кроме интересов это тоже противоречит, я бы сказал, простите, мой русский чуть поржавел, но если можно так сказать, такой моральной нужде. Просто мы, учитывая сложную историю, мы должны дружить. Просто мы должны во имя того, чтобы осталось только то, что хорошее, чтобы мы смогли
открыть новую страницу в наших отношениях. То есть я бы сказал, чтобы коротко ответить на ваш вопрос, что эти отношения на тот момент, к сожалению, далеко не те, которыми должны быть и на которые мы рассчитывали. Я прежде всего хотел бы сказать, выразить благодарность от украинцев за ту помощь, которую оказали поляки по танкам, по авиации, по боеприпасам, потому что это бесценно. И действительно, Польша в какой-то момент в начале войны она шла против своих стратегических интересов, потому что, насколько я знаю, была ситуация, когда американцы предупредили, что, собственно говоря, они не гарантируют безопасность. Это было в первые 2 месяца войны, из-за того, что поляки идут вот на такой риск и тем самым выходят за рамки интересов Североатлантического альянса. Мы пошли на открытый конфликт с нашими союзниками по танкам, по вертолетам ударным, по истребителям. Я лично думаю, что мы правильно сделали, хотя, если честно, я бы ссорился с союзниками не публично, мы, к сожалению, поссорились публично, и вот это ошибка, да. Но то, что мы хотели передавать танки, когда никто не хотел передавать танков, то, что мы передавали истребители, когда никто не хотел передавать истребителей, это правильно. Я думаю, что это была очень правильная, серьезная инвестиция Польши в свое будущее, потому что тем самым Польша выиграла время, которое необходимо ей на перевооружение, масштабное перевооружение, которое она сейчас осуществляет. И это время выиграли не только Польша, но и страны Балтии и в целом Европа. Поэтому тут я думаю, что все-таки Польша действительно абсолютно правильно поступила. И я думаю, что Польша прекрасно осознавала, в общем-то, последствия в случае падения Украины, потому что даже несмотря на то, что она находится в Североатлантическом альянсе, то ситуация на восточном фланге для нее бы радикально ухудшилась бы. И это ухудшение имело бы большие стратегические последствия. Но это было как раз таки стратегически правильное решение Польши. Просто оно было опасное, тактически может быть сложное. Может оно было не в стратегии в целом Североатлантического альянса, но как раз польские геостратеги пишут о том, что это интерес Польши защитить или помочь Украине защититься и таким образом на долгие годы прикрыть свой правый фланг. Вот в ходе интервью у вас там был один интересный тезис, который я в принципе тоже разделяю, когда вы говорили о том, что нужно понимать, что полякам нужно понимать, что на Востоке отношения с Востоком, со странами бывшего Советского Союза, прежде всего с Украиной, Белоруссией и Россией, они по своему характеру отличаются, чем, допустим, со Швецией. Я практически буквально говорю, как вы говорили. И что на Востоке, в принципе, есть примат силы, что ты если хорошо понимаешь, как ты можешь волевым образом навязать, скажем так, свой интерес, то если есть какая-то лакуна слабости, то это будет продавливаться, твой интерес. И, собственно говоря, украинский президент, украинское государство, оно так пытается действовать. И это касается не только государства, наш бизнес. Я когда общаюсь с поляками в Польше, и когда они рассказывают о том, как наш серьезный системный бизнес, когда появляется, то опасения были и остаются не только по поводу аграрки, что у нас бизнес заходит и всегда очень жестко старается играть, потому что у нас такие правила игры там, да. А с другой стороны, есть второй принцип — транзакционный обмен. Вот тоже то, что это буквально ваша цитата, что есть такой change, ты мне, я тебе. Вот если вы нам дали, мы нам дали, мы вам даем. И потом смотрим дальше, да. И вот сейчас мне кажется, что Польша находится в ситуации переосмысления
вот отношений, потому что вот это советское нутро Украины, оно, к сожалению, я говорю вот как большой приверженец стратегического союза Украины и Польши, но вот это советское нутро Украины, оно прорвалось. И собственно, понятно, что с одной стороны Польша необходимо, Польша будет иметь отношения с Украиной, независимо от того, кто здесь будет у власти, Зеленский, кто-то после Зеленского. Уже понятно, что кто-то после Зеленского будет. А с другой стороны, сохранять свои интересы. Вот в этом контексте, что сегодня в восточной политике Польши является приоритетом? То есть вот какой вы видите развитие ситуации в Украине? Потому что вы там делали серьезные акценты по поводу того, как может быть окончена война, и что санкции там будут сняты там, и так далее. И какие еще на восточном направлении у вас, у Польши приоритеты? Ну, если можно только добавить к тому, что вы уже сказали, смотрите, ну, мы, мне кажется, принципиально не понимали одного дела, то есть того, что Украина, хоть и борется против российской агрессии, то она по менталитету не такая уж совсем западная, да? То есть, что украинские политики это не какие-то, понимаете, шведские либеральные демократы, которые дадут нам что-то взамен за то, что мы, скажем, передали почти 400 танков и ничего взамен не просили. А нам так казалось, что это так будет. Что мы сделали романтический жест, и в Украине президент Зеленский, Андрей Ермак будут думать о отношениях с Польшей и будут думать, ой, они ребята хорошие, ну давай дадим им что-нибудь взамен, поскольку ну, они же нас любят, да. Мы просто совсем наивно смотрели на Украину. Насчет вашего вопроса. У нас на самом деле очень простой интерес. То есть у нас хоть и есть граница с Калининградской областью, но мы хотим, чтобы между нами а Россией были независимые, реально независимые страны. Но насчет Белоруссии тут, к сожалению, ситуация не очень хорошая. Насчет Украины намного лучше. Но дело в том, что когда вот эта война началась, мы находились в какой-то состоянии истерики. То есть нам казалось, что ну, чуть ли не через 2 недели русские войска займут Киев, потом Львов, а потом они нападут на нас. На мой взгляд, это была ошибка, поскольку реально после 5-6 дней мы уже понимали, что Россия Киева не возьмет, да? Что Украина в этом смысле уже войну выиграла. Но мы в этом состоянии истерики так и остались, и в большой части и остаемся и сейчас. И у нас очень многие эксперты говорят, очень многие политики говорят, что ну вот этот Запад гнилый, наши гарантии безопасности, которые записаны в статье 5 Североатлантического договора, ну то есть НАТО, да, они ничего не стоят. Кстати, те, которые так говорят, реально повторяют российскую пропаганду. Это же русские хотят, чтобы мы поверили в то, что Запад гнилый. И, ну, как же мы могли реальную политику вести с Украиной, договариваться жест за жест, раз мы находились в состоянии истерики? Мне казалось, что в самой Украине было меньше истерики, чем у нас. Что дальше? Ну, мне лично кажется, что Украина эту войну уже выиграла. Выиграла в том смысле, что она останется независимой, она останется суверенной. Но она не получит обратно Крыма и Донбасса. Это абсолютно понятно. Я, кстати, это написал
неделю после начала войны, что так это и закончится, что это закончится более-менее так, как война Финляндии с Советским Союзом. То есть Финляндия точно так же осталась независимой и суверенной, но потеряла часть территорий. Притом, очень многие делают ошибку, и когда я вот говорю о этом примере Финляндии, говорят, то есть вам кажется, что финляндизация, так называемая, то есть нейтральный статус, вот это то, чего вы желаете Украине. А я не об этом говорю, поскольку финляндизация, так называемая, это результат не финско-советской войны 1939-1940 года, а результат войны пару лет позже, когда Финляндия была союзником Германии во время Второй мировой. То есть нейтральный статус, но об этом могла речь идти до 24 февраля. А сейчас об этом речь и не идет. Но вопрос, мне кажется, более принципиальный, чем территории, хотя я знаю, что это звучит довольно цинично. Но я, кроме вот этих моментов, когда езжу под посольство России, чтобы там лозунги кричать, притом употребляя грубые слова, я тоже аналитик. И вот когда я аналитик, я уже смотрю хладнокровно. Мне лично кажется, что более принципиальный вопрос это то, получит ли Украина гарантии безопасности, либо нет. Поскольку это будет решать о том, будет ли эта война последней или только второй. Ну, я понимаю, эта война, это продолжение войны с 2014 года, но давайте так символически скажем, что тогда была первая война, потом было что-то вроде перемирия, сейчас вторая война. А вот есть такой, ну вы же, наверное, лучше меня знаете, не знаю, если он остается модным, но когда-то был модным украинский обозреватель, политик Алексей Арестович, и он сказал, что будут 3 войны между Россией и Украиной. Но хотелось бы, чтобы на 2 закончилось. Но об этом будут решать не границы, а гарантии безопасности. И, на мой взгляд, это намного принципиальнее, чем то, будет ли Покровск под контролем Украины, либо России. Хотя, конечно, морально он должен находиться под контролем Украины. Ну вот. А цель Польши очень простая. Чем сильнее Украина, чем более независимая, тем лучше для нас. Ну, Арестович был и есть все-таки политиком и обозревателем, хотя не ко всем он приходит. У нас он, ну, у Юры регулярно, у меня на канале 1 раз был. А по поводу того, что вы говорите про Польшу, хотел маленькую ремарку, что гарантии НАТО не стопроцентны. Ну, многие, я думаю, очень уважаемые в Польше люди это подчеркивают, что они не стопроцентны, и что ценность 5 статьи договора НАТО будет оценена фактически в момент, когда эта статья должна будет войти в действие. То есть, например, русские войска перейдут границу того или другого члена НАТО. До этого момента мы не знаем, насколько я глубоко не согласен, поскольку это именно то, чего хотят вот Путин, Лавров и Мария Захарова, чтобы мы вот задавали себе вопрос, а это что-то значит или это там что-то на бумаге без значения. Ну, представьте себе, что русские войска нападают на, не знаю, там, Польшу, либо страны Балтии, американцы ничего не делают. Какой итог? Как делают, что думают в Саудовской Аравии, скажем, или в Корее Южной, с которой я только что вчера вернулся, либо в Японии. Но в Японии, в Южной Корее
один вывод. У нас должна быть атомная бомба, поскольку американцы, они ненадежные. Саудовская Аравия делает тот же вывод. Но японцы и корейцы, они могут иметь атомное оружие в течение, скажем, года. Саудовцам, но это понадобится чуть больше времени. То есть, если статья 5 оказалась бы без значения, это был бы крах американской империи. И эта империя рухнула, это империя, которая вместе, ну, западной империи, так скажем. То есть Запад, то есть 60% мировой экономики проиграл бы с Россией, у которой всего 2% мирового ВВП. Ну, простите, такого не бывает. Ну, пане Россия Витольде, это просто... мы просто подписывали Украино-Будапештский меморандум в 1994 году, который тоже много что гарантировал Украине, и мы видим, Нет, что произошло. Уже он не в течение гарантировал. Простите, он ничего не гарантировал. Будапештский меморандум гарантировал Украине то, что Соединенные Штаты не нападут на Украину. Он не давал гарантий, что они помогут Украине, если на Украину нападет какая-то другая страна. То есть западные, те страны Запада, которые подписались под Будапештским меморандумом, они даже если не поставили бы одного снаряда Украине, они действовали бы в рамках этого договора. Россия выступила против, поскольку она тоже гарантировала. Ну, Россия это понятно, да? Это преступное государство, это безумные националисты, и хрен с ними, да? Чем хуже там, тем лучше. Но Запад, он никаких гарантий на себя тогда не взял. Я абсолютно согласен с правовой оценкой, потому что это действительно так. И, ну, в принципе, мы это в Украине знаем. И у меня в эфире здесь был Александр Чалый, который как раз с украинской стороны обеспечивал вот разработку Будапештского меморандума. Много там всяких нюансов рассказывал, как американцы в том числе, не только россияне, но и американцы заставляли Украину отказываться от ядерного оружия и там те или иные элементы давления применяли. Но вот этот момент по поводу гарантии безопасности, он же на самом деле ключевой. И вот у меня вопрос будет такой. Вот получается как-то странным, что Украину долгое время, вот Украине говорил Запад там и Штаты, и в меньшей степени Европа, но американские политики в большей степени говорили, что не против, чтобы Украина вступила в НАТО, не против, чтобы там мы шли по этому пути, и нужно сказать, что украинская элита, она использовала НАТО и евроинтеграцию как такой инструмент манипуляции украинским народом, потому что по большому счету это стало таким знаменем, которое позволяло проводить, значит, внутри Украины какую угодно безумную политику, ну прежде всего связанную как бы там с перераспределением экономических активов, там, да, но евроинтеграция и интеграция в НАТО была таким фетишем. И значительная часть украинцев, конечно же, в этот фетиш поверили, потому что, ну, после крушения Советского Союза, когда была вокруг одна разруха, ну, ты смотришь на Запад и видишь освещенные города, нормальную жизнь, и тебе хочется жить точно так же. И, естественно, в Украине появилось значительное количество сторонников евроинтеграции, европейской интеграции, которая резко выросла после событий 2014 года. Но проблема этого маневра заключалась в том, что украинская элита на самом деле по большей части ничего не хотела делать в этом направлении и не делала, потому что принималось много законов формальных, но реально мы не переходили, наша армия не переходила на стандарты НАТО, в экономике тоже не было этого движения в сторону Европейского Союза, мы не принимали нормы Европейского Союза, которые необходимо имплементировать, как это делала Польша и другие страны, там, Вышеградской группы, допустим. И
собственно говоря, вот так это все продолжалось ровно до того момента, когда Россия начала новый виток экспансии, сначала в 2014 году, потом в 2022 году, когда вдруг оказалось, что Украина в принципе готова за это даже сражаться и даже готова умереть. И для Запада, и Запад вдруг оказался не готов к такому выбору, потому что в какой-то степени оказалось, что Украина готова сражаться за западные ценности. Ну, понятно, что Украина прежде всего за свою жизнь сражается, но весь этот маневр с НАТО и с Европейским Союзом, он оказался обставлен таким образом, что Путин, значит, получил аргументы осуществлять агрессию. Понятно, что россияне изначально с 90-х годов имели планы по возвращению Украины в орбиту своего влияния. Но по большому счету, как бы Западу, может быть, было бы честнее изначально сказать, как относительно Финляндии по итогам войны, Второй мировой войны в 1945 году, что вы не будете в нашей сфере влияния по тем причинам, что вы там были с Гитлером, что Советский Союз слишком силен, и поэтому вам нужно сцепить зубы и выждать момент, когда вот вы сможете вскочить в тот же Североатлантический альянс, как это произошло уже в контексте широкомасштабной войны. И вот мне кажется, что вот это вот не была честной позиция, если так можно сказать, со стороны западной элиты, которая должна была сказать: ребята, не будет у вас НАТО, вы можете хотеть, но НАТО не будет, и поэтому лучше как бы сосредоточиться на том, чтобы защищать себя самостоятельно, на сильной армии, на тем, чтобы иметь отношения с Россией, которые бы позволяли ее там держать условно на расстоянии, либо она не имела мотивации вторгаться под прикрытием того, что вот-вот натовские ракеты будут стоять где-то в Харькове либо в Сумах, и тем самым уберечь Украину от этой вот ситуации. Как это, допустим, в таком ключе играл Азербайджан, который, находясь в очень просто сложнейшей ситуации между Россией, Ираном и Турцией, имея конфликт с Арменией, тем не менее сумел за 25 лет выстроить свою политику таким образом, что достиг сумасшедшей стратегической победы в конечном итоге. Да, наверное, это будущего, так сказать, в НАТО Украины не было. Насчет Евросоюза, я в такой долгосрочной перспективе, возможно, вот эта перспектива была, но в более так реальной, да, я с вами согласен, что этого не было. На тот момент мне кажется, что наоборот, то есть у Украины больше шансов стать членом НАТО, чем Евросоюза. Поскольку насчет Евросоюза это путь очень долгий. Тут надо множество законов принимать, но я хочу сказать, что меня лично очень впечатляет путь, который прошла Украина за последние 2,5 года. Притом мне очень не хотелось писать той статьи о этом очень неприятном разговоре нашего министра иностранных дел Сикорского и президента Зеленского. Хотелось бы написать какую-то другую статью, но журналист, раз он не пишет аналитики или комментарии, а только просто описывает события, он должен описывать их такими, как они есть. Но я хочу одну вещь подчеркнуть, если можно. Я считаю президента Зеленского очень великим героем. Это великий человек, да, и я помню тот ролик, когда он говорит: президент тут. И это останется в мировой истории, не в украинской, а в мировой истории. То есть, если сейчас приходится мне, как польскому журналисту, критиковать президента Зеленского за разные его высказывания и за то, как он относится к Польше, то заодно мне надо подчеркнуть, что я его считаю героем, который вошел уже в мировую историю. Но вот в этом контексте, вот продолжая тему с безопасностью, вот как вы видите, как
скажем так, как вам кажется, наиболее очевидный будет сценарий выхода из войны? Потому что вот сегодня Джей Ди Венс, который вице-президент вместе с Трампом идет, он заявил, что на Fox News, по-моему, на News Nation он заявил, Украине, возможно, придется отказаться от части своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. Украинцам предстоит принять это решение, они слишком измотаны, заметив, что такие идеи все чаще обсуждаются с украинскими официальными лицами, особенно на закрытых встречах. Сейчас они начинают говорить об этом, говорят, что в конфликт не может продолжаться бесконечно, им не хватает людей, оружия, финансов. И сегодня же было заявление в израильской прессе относительно того, что Трамп будет принуждать Нетаньяху к скорейшему окончанию войны в Газе. И это очень вписывается вот в логику действий команды Трампа, которая была в Financial Times вчера описана в большой статье, или позавчера, которая, в общем-то, достаточно так развернуто показала, вот, что они будут делать ставку на такую как бы подморозку конфликта в этих договоренностей с Россиями путем там угроз, что они начнут раскачивать цены на нефть, чего Россия бы не хотела, с одной стороны, а с другой стороны хотели бы развить некий формат минских, скажем так, соглашений, то есть подморозить конфликт и посмотреть, как ситуация будет развиваться там через несколько лет, когда фактор Путина, возможно, уйдет с арены, как бы там, да. И вот заявление Венса в этом направлении. То есть, в вашем понимании, вот исходя из ваших контактов там с европейской элитой, западной элитой, как вы видите подморозку? Потому что в интервью вы говорили, что санкции относительно России после окончания войны будут сняты. Они будут постепенно, так сказать, они не будут сняты, это не будет вот так, но они будут сниматься, если, я не знаю, если правильно на русском сказал. И я тогда сказал, что мы должны работать над дорожной картой вот этого, как эти санкции будут сниматься, да, это так надо так и есть. Поскольку в наших интересах то, чтобы они оставались, чем больше, тем лучше. Поскольку мне лично кажется, что фактор Путина это малейшая проблема. И поскольку есть проблема гораздо более серьезная, это есть фактор России и фактор российского народа. Я, если можно, расскажу вам вот одну историю. Мой отец, он, к сожалению, уже умер 20 лет тому назад, но родился в 1931 году. Я просто был, так сказать, поздним очень ребенком, как говорится. И мой отец, будучи очень молодым, юным дипломатом, стал покупать костюмы, будучи дипломатом в Соединенных Штатах, вот у польских евреев, которые эмигрировали в Соединенные Штаты еще до Второй мировой войны. И один из них, стал, так сказать, мой отец с ним подружил, и он однажды задал моему отцу вопрос, хочет ли отец встретиться с Александром Керенским, то есть последним премьер-министром еще до большевистской России. Я вот должен был подчеркнуть, что отец родился в 1931-м, поскольку, когда я говорю, что отец встретился с Керенским, то это людям очень трудно поверить. Он долго жил. Но Керенский очень долго жил, а мой отец, если бы жил, ему было бы больше, чем 90. И когда вот они встретились, это с точки зрения дипломата коммунистической Польши было тоже безумие, поскольку если бы в Варшаве об этом узнали, его бы сразу же уволили из МИДа. Ну и стали разговаривать об истории, о России и так далее, и так далее. Ну и вот еще надо подчеркнуть, что мой отец, будучи студентом в 1956 году, когда у нас началась вот эта десталинизация,
и изменения системы после смерти Сталина, но был одним из таких довольно радикальных студентов и деятелей, которые либерализировали вот эту систему коммунистическую. И вот отец встречается с Керенским, они разговаривают про Ленина, Керенский говорит самые плохие вещи, потом там, про этого Троцкого, Бухарина, Зиновьева. Тот же Керенский говорит о них либо самые плохие неуважительные слова, высказывается с презрением. А потом затронули Сталина. И Керенский говорит, что он, возможно, и допустил какие-то ошибки, но то, что говорят, это далеко не правда, это перегиб, такого не было, притом это великий вождь. А все эти детали, это миллионы людей, которых он убил. Но это детали, это без значения, поскольку он же создал империю. И я помню, простите, но это YouTube канал, а не телевидение, но мой отец, когда мне эту историю рассказывал, всегда говорил, что он тогда понял, что, и простите за то, что скажу, поскольку я знаю хороших русских, такие есть, и нельзя о них забывать, но мой отец сказал, что он тогда понял, что они ёбнутые. У нас вы спокойно можете любую лексику использовать, у нас нет никаких ограничений. Да, ну вот смотрите, то есть разговаривает дипломат коммунистической страны, который говорит, что Сталин это убийца, массовый убийца, преступник, и русский эмигрант, который говорит, что Сталин это великий человек. Который бежал от большевиков. Да, и вот в том проблема, что я не считаю, что нашей и украинской проблемой является Владимир Владимирович Путин. Нашей проблемой является то, что русскому народу нравится нападать на другие страны, что им нравится, чтобы их боялись. Я просто до сих пор помню, когда я стоял на Тверской в Москве, наблюдал за репетицией парада, и ехали вот эти крупные ракеты межконтинентальные, и какой-то там человек стал со своим ребенком и говорил, что у нас вот такие оружия, что мы можем всех убить. И он улыбался, когда это говорил. Я так на него посмотрел, и я себе подумал, ну что, он с ума сошел, что ли, да? Это самое крутое, что у нас есть, что мы можем всех убить, да? Но я из-за этого, кстати, и не верю в этот крах Запада, в это несуществование пятой статьи, поскольку, давайте посмотрим, что это такое Россия. Что они производят какую-то современную машину, кроме там Ауруса, которые там единицы делают, да? Они какой-то сотовый телефон в состоянии производить? Нет. Они же, у них современные танки есть. Простите, вы, украинцы, разбили половину танков, да? Притом вы это сделали, получив большую помощь с точки зрения Украины, но с точки зрения Соединенных Штатов вы получили пару процентов годового бюджета Пентагона. И за эту пару процентов вы смогли, благодаря прежде всего своему героизму, но и благодаря вот этому оружию, вы разбили половину российских танков. То есть Россия это, опять же, подчеркиваю, я не хочу тут обижать российской интеллигенции, я не хочу обижать ученых, я не хочу обижать профессоров, там есть, да, потенциал есть. Но потенциал это одно, а то, что есть, это другое. А то, что есть, это то, что они не в состоянии производить ничего, чего не придумали еще при Советском Союзе. Пане Витальде,
Ну, вот вы же сами подчеркиваете, что Америка передала нам только несколько процентов от своего военного бюджета. То есть есть и Ну да. курс США на то, чтобы не дать Украине проиграть, но и не дать Украине победить. Это тоже нужно откровенно сказать. Америка могла бы военными поставками, не вмешиваясь напрямую в войну, абсолютно по-другому работать в этой войне, и абсолютно других результатов добилась бы Украина. И вот ваш известный соотечественник Марек Буджиш, великий, мне кажется, польский геостратег, выступал у нас, он это как раз таки подчеркнул, что Россия пригрозила Соединенным Штатам своей ядерной дубинкой, и США пошли на вот такие поддавки, то есть они не бросили Украину, но и не дали ей победить. То есть вот та Это машина... не поддавки, это тоже непонимание со стороны многих украинцев, потому что зона интересов США глобальна, ответственности глобальна, и поэтому, когда украинцы просят, чтобы Штаты дали возможность наносить ракетами там куда-то вглубь российской территории, то у России тоже есть аргумент. Например, они Штатам говорят, что тогда мы даем ракеты хуситам, и те начинают в Красном море бить по вашим военным кораблям, по транспортам. Мы предоставляем им космическую разведку, данные космической разведки, и, соответственно, у вас усложняется ситуация в регионе. И поэтому Штаты, когда они принимают те или иные решения, они принимают, скажем так, исходя из всей совокупности интересов, которые у них есть на планете. И поэтому то, что кажется нам маразмом, конечно же, там, политика Байдена может в каких-то аспектах казаться маразмом, но у нас просто многие украинцы в силу отсутствия масштабности понимания процессов, потому что Украина не вовлечена в различные театры, значит, мировой системы, как это есть у США, они просто этого не видят и не понимают. Но конечно же, очевидно, что Штаты могли обострить, пойти на более высокий уровень, там, скажем так, помощи, если бы у них осталась задача уничтожения России, либо ее еще большего ослабления. Но они держат Россию как какого-то Джокера в их игре против Китая, мне кажется. Вот точно так же, как это было в отношениях в треугольнике США, СССР, Китай, когда после 49 года Мао Цзэдун победил, в 49 году точнее победил, и американцы спустя 20 лет нашли аргументы, Никсон и Киссинджер, для того, чтобы заключить с ними стратегический союз, который сработал потом против Советского Союза. И, собственно говоря, вот в такой логике, мне кажется, США смотрят на Россию и сегодня. То есть не настолько, чтобы она была слаба, чтобы потом ее нельзя было не выставить против Китая, если в Москве что-то поменяется. Знаете, если можно, два замечания. Насчет вот этой игры, чтобы Россия стала союзником Запада против Китая, я лично в это не верю. Я не думаю, что на Западе в это верят, поскольку Россия психологически не способна стать junior partner или младшим партнером кого-либо. То есть Китая против Запада, либо Запада против России. То есть она в итоге и станет junior партнером, но не по собственной воле. Да? Это так просто получится, поскольку у них такая экономика. И они абсолютно не в состоянии реформировать свою экономику по одной простой причине. Они настолько крадут, что они настолько коррумпированные, они имеют настолько аморальную элиту, что они не в состоянии что-либо создать в обозреваемом будущем. Насчет Марка Будиша я абсолютно не согласен с чуть ли не каждой статьей Марка Будиша. Я не считаю его великим польским геостратегом, я его считаю великим польским романтиком, который думает, что если что-то морально, то так и должно быть. Поскольку мне тоже очень бы хотелось, чтобы Украина получила 300 истребителей, 2000 танков, и чтобы, выиграла войну как надо, да. Но дело в том, что мир так не работает. Мир так работает, что Соединенные Штаты, да, это вы погибаете, а не американцы. И они смотрят на Россию абсолютно спокойно. Они смотрят на Россию как на
страну, которая, понимаете, она на таком спаде постоянном, да. И они думают так, что надо позволить России из этой войны выйти без потери лица. И я, кстати, об этом часто писал, и меня очень часто критиковали, называли там, ну, сволочью, которая понимает Путина. Это не то, что я понимаю Путина, я просто понимаю одну вещь. Западным политикам наплевать на то, есть ли у них престиж. Поскольку они получают власть в результате выборов, а не в результате того, что они такие крутые. А вот Владимир Путин, ну, формально выбор есть, но для него более принцип, то есть легитимность власти авторитарного режима, она не из выборов идет, а из престижа. То есть американцы понимают, что если условием закончения войны будет потеря лица Путина, то эта война никогда не закончится. И все. Но мы этого, поляки, точно так же, как вы, если хорошо вас понял, украинцы, не понимаем, поскольку мы думаем, что мы в центре мира. Но мы, поляки, думаем, что мы поляки в центре мира, а вы, украинцы, думаете, что вы украинцы в центре мира, а это не так. Понимаете, у нас в Польше, например, до сих пор мы, например, осуждаем премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, что, ну вот, он был, ну, если коротко, очень плохим, хреновым премьер-министром, поскольку он пошел на сделки с Гитлером, а это было ошибочно. Но он же не был премьер-министром Польши, а Великобритании. И Черчилль выиграл войну с Германией, я имею в виду Battle of Britain, в смысле воздушную войну, благодаря истребителям, которые заказал именно Чемберлен. То есть он все точно понимал, да? Но державы думают по-другому. И чтобы понимать политику, надо иногда постараться хоть подумать. Притом я далеко не согласен с тем мнением, что вот, короче, вот этот Байден, он, ну, какой-то слабый, ну, не хотелось бы какого-то другого слова употребить, поскольку он, ну, не сильный, так сказать. Я очень часто в Польше такое слышу, что, ну вот, ну, простите, не буду тут матом говорить, но есть такое Можете слово, сказать, такое... если хотите. Нет, ну давайте будем элегантно вести себе, но есть такое слово на букву П начинается. А вторая буква это И, а потом Д, а потом А потом Р, а потом А потом С, да? Что вот он такой. Но мы в Киеве во время вот этой конференции, в которой я принимал участие, вот эта тема обсуждалась, и бывший глава ЦРУ сказал, что американцы оценивали риск применения ядерного оружия на 50%. И с точки зрения Марка Будиша и очень многих других польских романтиков и украинских романтиков, президент Байден, получив вот аналитическую записку с ЦРУ о том, что риск применения ядерного оружия выносит 50%, должен был посмотреть на эту заметку и сказать, или там записку и сказать, да хрен за этим. Ну, простите, если я был бы на месте либо вы, либо кто любой другой, то так бы не подумал. Просто так мировые лидеры не думают и никогда не будут думать. Притом, даже если мы бы пришли к выводу, что Байден, ну, недостаточно сильный, но тогда давайте, а какая альтернатива? Альтернативой является хороший друг Владимира Владимировича, Дональд Трамп. Вот об этом забывают все те, которые критикуют этого самого Байдена. Я просто очень опасаюсь, что такой ситуации, что Украина реально, ну смотрите, вы же смогли выжить. Но через сколько? 3 месяца будет 3 года войны
с второй атомной державой мира. Это успех. А я постоянно слышу в Польше: ой, Украина проигрывает войну, ой, боже мой, проиграла войну, ой, боже мой, какая-то трагедия произошла. Ну, да, я понимаю, есть трагедия, то есть все эти люди, которые погибли, это трагедия. Но с точки зрения мировой истории, сам факт, что Украина смогла защитить Киев, защитить Харьков, Херсон потом отбить, да, это просто, ну, никто этого не ожидал. То есть, ну, простите, вы просто героический народ, вы должны радоваться, а не постоянно там думать о том: ой, боже мой, как плохо. Да, не будет идеально, не будет, к сожалению. Ну, вы абсолютно правы в этом аргументе, но опять-таки сейчас Украина стоит перед очень серьезным вызовом, потому что, ну, во-первых, я хотел бы услышать, как вы видите на возможную политику Трампа относительно Украины и относительно Польши, хотя, в принципе, относительно Польшу команда Трампа и сам Трамп относят, ну, скажем так, к правильным государствам в его понимании американских интересов, которые готовы платить за свои, скажем так, за тот же самый зонтик безопасности, готовы вести активную политику, там, внешнюю, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это выгодно там в понимании интересов США, как их видит Трамп. Вот. Но в Украине сегодня ключевая проблема, которая может быть в Польше не очевидна, но это перенапряжение, которое мы имеем вследствие войны, потому что Украина понесла большие людские потери. И это исчисляется не только погибшими, но прежде всего оттоком населения. Миллионы мигрантов, беженцев уехали, в том числе и в Польшу. И это отражается на рынке труда, это отражается на состоянии экономики. И это очень хорошо чувствуется в Киеве и в других городах. Это во-первых. Во-вторых, Украина понесла тяжелые, значит, последствия ударов по энергетической инфраструктуре и стратегической инфраструктуре, но прежде всего энергетике, и это ограничивает, опять-таки, ее экономические возможности в этом контексте. Посмотрим, какой будет зима, потому что она, если война затянется, то она не обещает быть легкой. И как следствие начинается снижение легитимности Зеленского, института власти, потому что, ну, я думаю, вы прекрасно знаете о коррупционных скандалах и о просто безумных шагах, которые время от времени там предпринимает наша власть. И это подрывает, собственно говоря, веру в способность осуществлять адекватные, эффективные решения, особенно в контексте того, что тезиса по поводу того, что Запад устал. Потому что мы видим, что на следующий год нет ясности относительно того, какой объем помощи будет получать Украина, и военной, и финансовой. И как следствие, зависимость Украины определяет ее устойчивость. И, собственно, вот это как бы вот создает в условиях перенапряжения украинского общества. Эти факторы, конечно же, делают взгляд в будущее таким не совсем оптимистичным. Ну, насчет первого вашего вопроса, самая большая проблема с Трампом — это то, что мы реально не знаем, каким он будет президентом. То есть, учитывая наш опыт, он не был таким уж плохим, как многие ожидали. Но с другой стороны, он непредсказуем. А непредсказуемость, она выгодна Путину, а не нам. По одной очень простой причине, поскольку авторитарная система, авторитарная страна, она может очень быстро, так сказать, оперативно реагировать на изменения политики партнера, в том случае Соединенных Штатов. А вот нам, Западу, будет очень сложно, намного сложнее выстраивать нашу политику, поскольку в ситуации, в которой наш главный союзник будет непредсказуем. То есть эта непредсказуемость, даже если сами решения в итоге не будут плохими, она будет плохой, ну, по своей природе, да?
Но с другой стороны, я помню, я в Киеве делал интервью с Куртом Волкером, то есть бывшим послом Соединенных Штатов при штаб-квартире, в штаб-квартире НАТО, республиканцем, но республиканцем из этого традиционного крыла республиканской партии, который сказал, что вполне возможно, что Трамп будет даже более склонен принять Украину в НАТО, поскольку его можно переубедить, что это дешевле, чем поставлять оружие на еще, скажем, год, 2 или 3 года войны, хотя я лично не верю, я думаю, что эта война, она, в общем-то, не знаю, когда точно, но она, в общем-то, заканчивается. То есть территория еще может там типа 10-20 километров в ту либо другую сторону, но более-менее мы как будто бы знаем, как она закончится. Но это первый повод, для которого Трамп может пойти на расширение НАТО. А второй повод это то, что ему будет предоставлять удовольствие, чтобы унизить Германию, чтобы принудить Германию к расширению, да, поскольку Германия будет против. Но будет ли так, либо нет, но вот этого не знаем. С Харрис и демократической партией, мы можем более-менее сказать, какой будет политика, и, наверное, это будет политика, основой которой будет выстраивание сильных взаимоотношений с европейскими партнерами, среди которых будет и Германия, которая, естественно, будет против расширения НАТО. Это не значит, что Украина не получит гарантий, поскольку можно дать гарантии, но такие же, как в НАТО, но без членства в НАТО, чтобы Путин не терял лица. Насчет Германии, это, кстати, апропо польско-украинских отношений. Мы видим в Польше сейчас, что Германия куда важнее для украинских политиков. И это для нас, поляков, обидно. Поскольку мы помним, как Германия не поставляла Украине никакого оружия и реально ждала русского парада победы в Киеве. И у нас такое впечатление, что в Киеве об этом забыли. Можно отреагировать? Простите? Да. Этот тезис очень часто вот я слышу от польских политиков, там, экспертов о том, что Украина и Германия там пошли по пути какого-то стратегического альянса, но мне кажется, это чрезвычайное преувеличение, потому что у Украины нет системных отношений с Германией, точно так же, как и нет системных отношений с Польшей. Они хаотичны, они со всеми на самом деле хаотичны, и сам характер власти в Украине, он хаотичен и направлен как бы на такие короткие какие-то тактические шаги. И поэтому мне кажется, что это огромное преувеличение, потому что отношения Украины с Германией как раз характеризуются вот этой логикой: дайте нам сегодня то, что там сегодня нам не могут дать поляки, там еще кто-то еще. И вот там, где можно что-то получить, наш там президент или там другие члены правительства, там, допустим, они едут и пытаются выцыганить и это получить. А какой-то там глубины вот в этом подходе, естественно, нет и быть не может. Поэтому сегодня вы поссорились, точнее говоря, сегодня украинцы, не украинцы, а офис президента, там и Кабмин поссорились с Польшей в аграрной сфере, потому что несколько крупных лоббистских агрохолдингов пролоббировали там свои интересы, и поэтому, в общем-то, правительство действует таким путем. Завтра точно такое же произойдет с Германией, потому что там кто-то из производителей, допустим, курятины там или чего-то еще, наступят на мозоль больной какому-то немецкому производителю, и там начнутся такие же проблемы. Понятно, что Германия больше в финансовом плане, экономика больше, и технологически там она может дать какие-то современные
оружия, как АРСТ, допустим, которые важную роль играют в ПВО. Но в целом я просто уверен, вот, что нет на сегодняшний момент стратегической глубины в отношениях Украины и Германии. И поэтому... Ну, если это... Да-да. Если это так, то получается, что ваша политика, украинская политика не отличается никак от Польши, то есть никакой глубины интеллектуальной в этой политике нет. Так, Это хорошая новость. смотрите, я когда слушал... Мы все-таки братья. Да, потому что когда я слушал ваши тезисы о том, что польская политика хаотична, я скажу так, что из Украины она кажется на порядок более системной, чем украинская. И я подумал, ну, когда украинец вот слушает эти все слова, мы выглядим какими-то, ну, не то что монстрами, но прямо ребятами из какой-то такой высшей лиги, которые вот так вот жестко с Польшей могут себе позволить. А это же не так, когда там наше правительство забивало такую вот стрелку в лучших традициях 90-х годов на границе с Польшей, что и говорила, эй, значит, там, Туск, давай сюда, приезжай, сейчас будем договариваться. И ежу было понятно, что Туск никуда не поедет, и что встреча, как было прописано на 28 марта, вот что она состоится 28 марта, потому что Туск находится в своей повестке, значит, эта повестка обусловлена там понятными факторами, и ничего не будет, то вот для нашего правительства это было не очевидно, хотя вот я лично стебался над этим, издевался над этим и говорил, что ну зачем мы выглядим идиотами и в глазах поляков, и в глазах европейцев, когда очевидно, какой конец этого всего будет. Поэтому в этом плане мы очень похожи. На самом деле мы очень похожи друг на друга, просто Польша более системная, и она сделала очень много выводов из своих провалов, которые были во времена Второй Речи Посполитой, Первой Речи Посполитой. И в этом плане поляки более рефлексивны и потому более успешны, как нам кажется. Ну, вот тут, знаете, если мне можно... очень- Подожди, закончит. Да, мне очень это приятно слышать, поскольку когда я сказал, что я вчера вернулся из Южной Кореи, и я вот неделю отдыхал, не думая о польской политике, вернулся, и вот я слышу постоянную ссору в Польше, то есть вот правящая партия говорит, что оппозиция, которая поставила Украине почти 400 танков, это русская агентура. Единственная русская агентура в мире, которая поставила стране, которая в состоянии войны с Россией 400 танков. А вот бывшая правящая партия «Право и справедливость» говорит, что нынешняя власть это русская агентура. То есть у нас такая суматоха в политике, что когда мне как иностранцы говорят, что мы такие крутые, то есть мне очень это приятно слышать. Я буду смотреть эту передачу потом на YouTube, тот фрагмент пару раз. Спасибо. Мы специально для вас его вырежем, чтобы вы можете потом, мы переведем его на польский, и вы можете среди поляков распространять, чтобы они поднимали свою самооценку перед сном. Но тут с обратной стороны, пане Витольде, то, что вы сказали про президента Зеленского, что это герой мирового масштаба, тут нам и удивительно, но в конечном итоге приятно. Мы очень часто критикуем в нашей студии нашего президента и правительство, которое действует, но то, что вы говорите, это мудро, потому что действительно Украины могло просто не быть уже 2 года, уже как 2 года. И в этом контексте три даже вопроса вам поставлю. Один такой полушуточный от от цивилизации Видза, зрителя, да. Что какие сериалы вы посоветуете или фильмы, чтобы понять Россию? Тут Юра вспомнила «Стрелки», мне сразу вспомнилось сериал «Бригада», может быть. Ну, может, вы какие-то сериалы посоветуете полякам, которые хотят понять Россию? А возвращаясь к нашему контексту, вот как вы видите все-таки степень вреда этого внутрипольско-польского конфликта, который действительно видно, потому что пишут в комментариях поляки о поляках, как язвительно выражаются, что поляки из одного лагеря, там близкого к ПО, и поляки из другого лагеря, условно близкого к ПИСу, ну очень сильно друг друга ненавидят. На уровне общества понятно, на уровне дипломатии это все-таки сильно ли мешает, или вот этот курс, который есть в поддержке Украины, он как бы сохраняется.
И еще один вопрос. Вы в своем интервью, о котором мы вспоминали, отметили, что украинские элиты и украинская дипломатия, какие бы они ни были, но они пытаются взаимодействовать с разными как раз лагерями польской политики, зная противоборство этих обоих лагерей и используя их. А Польша не пытается этого делать. Как вам кажется, почему польские дипломаты этого не делают, хотя противоречия внутри Украины очевидны? И очевидно, как можно с одной и с другой партией, работая, балансировать и все-таки подталкивать Украину внутренними тоже инструментами к близкой для Польши позиции. И может ли это измениться в ближайшее время после вот таких случаев, как, например, то, что случилось с министром Кулебой на встрече студентов или с министром Сикорским на встрече с Зеленским, собственно, о которой вы писали? Ой, тут пару вопросов вы задали насчет этих фильмов. Мне очень, или сериалов, но я очень всем рекомендую такой классический российский фильм «Пиры Балтазара». Это про прием, который организовал товарищ Сталин. Это очень мощный фильм, очень серьезный, но если пошутить, я бы сказал, что надо было бы посмотреть «Брат» и «Брат 2». Ну, хотел бы, наверное, я бы порекомендовал тоже «Маленькую Веру» еще с времен СССР, поскольку это такой фильм, просто я до сих пор помню, как этот город показывали. Хотя это, мне кажется, в Украине снимали. В Мариуполе, по-моему. Да, и это было настолько депрессивно, что это надо посмотреть. Ну, вот это такая классика. Но насчет новых я тут не... Жмурки еще, я бы посоветовал. Жмурки, да. Там суть всего. Да, но я еще помню, знаете, такой момент. Был такой очень известный фильм Сиднея Лумета, не помню заглавия, про присяжных, 12 гневных людей, не помню заглавия, как это на русском. 12 называется. 12. И потом Никита Михалков сделал, так сказать, ремейк этого фильма. Но как Михалков по своей природе, он же всегда с властью, никогда против. И фильм такой же, только совсем другой. И надо просто вот эти два фильма сравнить. Вот. Возможно, музыку лучше слушать. И, например, гимн России сравнить с гимном Советского Союза, либо со всеми версиями, и потом, когда человек поймет, что это все три версии написал один человек, который сначала написал гимн, в котором было про Сталина, потом было про Россию без Сталина, а потом, то есть не про Россию, про Советский Союз, а потом был Бог. И что что один человек может написать гимн со словами о Сталине, а потом гимн со словами о Боге. И вот это все. Насчет таких артистических, так сказать, примеров. Ваш второй вопрос, будьте добры, напомнить мне. Еще два вопроса были такие, коротко. Как вы видите степень влияния польско-польского межпартийного конфликта? Как можете с украинским внутрипартийным конфликтом взаимодействовать, и будет ли взаимодействовать Польша для своих интересов? Нет, не будем действовать внутри украинским конфликтом. К сожалению, с точки зрения Польши, поскольку у нас такой внутренний бардак, что мы не способны это делать. Притом у нас в Польше нет... У нас, понимаете, у нас разведчики играют очень большую роль во внешней политике, но они не занимаются разведкой, а
тем, чтобы получить хорошие, крутые должности. А ваши разведчики занимаются разведкой. И из-за этого вы в этом плане лучше нас, к сожалению, с точки зрения польского патриота. Я могу рассказать вам, украинской аудитории, одну историю. Я про эту историю уже написал пару лет тому назад. Деталей, точной даты и фамилии называть не буду. Но у меня была такая ситуация пару лет тому назад, что была встреча с одним очень важным украинским политиком. Я во время вот этой встречи сказал пару вещей, которые ему казались интересными. Он ко мне подошел и спросил, если я могу написать аналитическую записку. Я так улыбнулся, говорю, бесплатно. Он говорит, да нет, заплатим, как всегда. И я тогда улыбнулся и сказал, что я не знал, что на этом уровне люди занимаются вербовкой. Я всегда думал, что этим все-таки занимаются менее известные политики или там чиновники. И тут улыбнулся и сказал, мы же все профи. Я сказал, ну, вы понимаете, вы понимаете, что профи это профессионал, но в сланге спецслужб. Я сказал, ну, возможно, понимаете, я профи либо профессионал, но вы уж точно нет, поскольку вербовка без психологического портрета это пиздецом заканчивается. Ну и так и закончился наш разговор. Но он пытался, видимо, это такая традиция. А можно коротенькие уточнения, если можно? Это был хотя бы оппозиционный политик или из действующей власти? Это был тогда действующей власти, высокопоставленный член правительства. Я просто реально был в шоке, так сказать, что такое вообще возможно. Но, видимо, возможно. Но мы такого не делаем, а должны. Знаете, как говорят, санкта симплицита, святая простота. Вот у нас много таких, к сожалению, людей, которые могут вот так вот как бы рубануть с плеча. Да, но дело в том, что, понимаете, ну вы простите, я не хочу, чтобы это неуважительно прозвучало, но это у нас больше денег, чем у вас. И это мы должны такое делать, если уж с украинцами, не украинцы с нами. А получается наоборот. Мы наглее просто. Ну, видимо, и бюджет для такого есть. А у нас, видимо, его нету, либо не стараемся, ну, не понимаю. Ну, давайте. А насчет этого внутриполитического конфликта, да, он очень серьезный. Но тут два момента. Во-первых, мне надо подчеркнуть, что я это говорю и на польском, поскольку если я этого не подчеркну, меня тут в Польше будут очень сильно критиковать, что я такое сказал в интервью для украинского YouTube канала, но я сказал для украинской передачи. Но я всегда говорю, что мы, к счастью, не такие уж независимые, чтобы все испортить. Что мы там, знаете, можем делать всякие глупости, а наконец приходит дядя из Америки и говорит, ну ладно, придурки, а вот сейчас будет вот так. Это очень, конечно, обидно, что иногда без такого не получается. Ну, видимо, наши элиты не настолько зрелые, чтобы без такого получалось. Конечно, я шучу, но это на самом деле очень плохо. И вот это один момент. Второй момент. И мне кажется, что мы находимся в Польше на грани эпохи. Это конец некой эпохи. То есть, если вы посмотрите на польские политические элиты, и либеральные, и вот эти правые, это на самом деле те же ребята, которые начали заниматься политикой где-то там в 80-х, да? И они уже устарелые, они просто, ну, они просто, смотрите, мне 50, а мне они надоели.
А если мне 50, то я уже не самый молодой. То есть есть люди, которым 40, 30, у них же дети, у них же предприятия. И вот, а вот эти придурки, они до сих пор не могут выяснить взаимоотношений, поскольку один поссорился с другим 40 лет тому назад. Да? Иногда они поссорились политически, иногда они поссорились, поскольку в студенческие времена у одного была там девушка покрасивее. И они до сих пор не могут этого как будто бы смириться вот с этим, да. Ну, если вы посмотрите на польскую элиту, то польская элита, она не понимает, что Польша поменялась за последних 35 лет. Большинство тех, которые принимают решения в Польше, потеряла связь с реальностью. У нас выросло новое поколение. У нас есть, понимаете, в каждом городе, даже таком провинциальном, типа там 10-20 тысяч, есть уже несколько миллионеров. Несколько. Притом я говорю не о людях, у которых 5 миллионов долларов, а о людях, у которых есть 20 миллионов или 50 миллионов. И они этого всего не понимают. И они думают, что просто мир устроен так, как он был устроен 25 лет тому назад. Да? И мне кажется, что польская элита — это своего рода зомби. Да? То есть они вроде, не в том смысле, что они зомбированы, но это тоже, но они зомби в этом смысле, что они уже мертвые. Только еще этих новых нету. Но это, опять же, и притом еще один момент. У нас до сих пор есть вот такая группа так называемой интеллигенции. Это давно уже не интеллигенция, это какие-то остатки интеллигенции или полуинтеллигенты, которые ведут себя. Они достаточно интеллигентны, чтобы вести себя как интеллигенты, но интеллигентами давно не являются. И это группа, которая, к сожалению, например, доминирует в польско-украинском диалоге. То есть польско-украинский диалог — это диалог людей, которые не имеют никакого значения в Варшаве и которых никакие польские политики не слушают, которые встречаются с выдающимися экспертами, политологами из Украины, которых никто не слушает в Киеве, про существование которых Андрей Ермак даже не знает, а Владимир Зеленский даже про них не слышал. 100%. И вот это такой у нас диалог. Я был на такой встрече, но там был президент Квасневский, к его большому уважению к нему. Да, президент Квасневский — это другое дело, это серьезный человек, но большинство вот этого так называемого экспертного сообщества — это какие-то, понимаете, люди, которые ни на что не влияют. 100%. И мне, например, лично кажется, что если бы я принимал решение насчет внешней политики, я бы стал разговаривать с тремя группами, то есть теми, у которых есть доступ к телу, как говорится, то есть прямый доступ к президенту Зеленскому, к Ермаку, еще там нескольким высокопоставленным фигурам в окружении президента и премьер-министра. Это первая группа. Второе — это олигархи. Третья группа — это военные и военная разведка, поскольку мне, например, кажется, что это вы знаете, это вы эксперты по Украине, а не я только могу, но мне кажется, да, я могу ошибаться, что через 10-15 лет председателями правления самых крупных украинских компаний будут нынешние полковники, либо нынешние генералы украинской армии. То есть будет такая более-менее структура, как в Израиле, где если председателем правления является генерал, то его замом является его полковник, его бывший подчиненный,
а директором является бывший майор. Ну, это более-менее так будет. Так мне кажется, во всяком случае. Мгм. Я вопрос такой задам, вот в контексте отношений между ПИСом и платформой. Значит, я буквально позавчера, по-моему, видел заявление от действующей коалиции относительно волынской трагедии. Вы в том интервью тоже поднимали эту проблему. И у меня складывается впечатление, что платформа теперь тоже как бы перетягивает эту тему на себя, потому что она является чувствительной для польского сообщества. И вот эта борьба за эти, не знаю, там 6, 7, 8, 10% избирателей, которые старшего возраста, которые чувствительно к ней относятся, она теперь как бы стала темой и для действующей коалиции. Как бы там, да? Вот как вы считаете, как бы мы могли эту проблему решить? Потому что мы вот с Димой и неоднократно на протяжении последнего года поднимали этот вопрос в Украине. Мы не понимаем, почему Украина не пойдет на эксгумацию, потому что это было бы логично, это не несет каких-то ощутимых рисков для Украины, это было бы по-христиански, и я думаю, что это бы позволило снять, скажем так, ненужное напряжение в гуманитарной сфере, которое позволяет в том числе и России манипулировать, играть на этом. Например, несколько недель назад в Беларуси прошла конференция российских и белорусских историков, где они подняли вопрос о том, что необходимо всячески эту тему развивать и проталкивать тему геноцида для того, чтобы вбивать в клин в отношения Украины и Польши и на международной арене, соответственно, разыгрывать эту тему. То есть россияне стратегично к этому подходят, и я помню еще начало 10-х годов, когда Олег Царев, известный регионал, он начал эту тему поднимать, и я знаю, что Царев, в принципе, особо мозгами не отличается, как бы там, да, зачем он это делает. И было понятно, что он находится в рамке, которую для него простроили интеллектуальная часть как бы партии регионов, которая честно работала с россиянами, которые уже начинали после прихода Януковича делать растяжку по противостоянию между Востоком и Западом Украины и соответственно, создавать проблемные точки в отношениях с нашими западными соседями, в том числе и с Польшей. Поэтому вот в этом контексте, какие бы вы советы дали украинским политикам и украинским, скажем там, интеллектуалам, журналистам, тем людям, которые могут влиять на повестку? Мы, во всяком случае, точно к таковым относимся, потому что медийно мы сильны, не только медийно. Для того, чтобы мы смогли развернуть правильный дискурс и, собственно, простроить правильное решение. Давайте скажем так, для начала, насчет Волынской резни. Польша, то есть Вторая Жечпосполита, то есть довоенная Польша относилась к украинцам не так, как надо. И очень, то есть без уважения, так сказать. Я, как поляк, мне за это стыдно, и я даже в этой программе, давайте скажу напрямую, я за это извиняюсь, как поляк. Но дело в том, что в ответ мы получили реально геноцид. Можем, конечно, сейчас разговаривать, убило ли УПА 100 тысяч поляков, или только 80 тысяч. Либо 120 тысяч, либо 150, либо только 70, только в скавычках. Конечно, в ответ на это были тоже убийства украинского населения, но, во-первых, они не были такие же масштабные, и они были ответными действиями. Это тоже грех. И за это нам, полякам, надо извиняться. Но дело в том, что, смотрите, если я слышу про Бандеру как героя, я понимаю, Бандера сидел в концлагере во время Волынской резни, но мы в Украине видим памятники Шухевича либо Клима Савура, то есть реальных убийц мирного населения, людей, которые отвечали за убийство детей, женщин. И не будет примирения польского-украинского, если Украина будет вот этих людей ставить памятники этим людям. Просто этого не будет.
И это чувствительно не только для этих 10%, поскольку не только это 10% открывало свои дома для украинских беженцев. Это стало чувствительной темой, поскольку вот мы открыли свои дома, а взамен мы видим памятники Шухевича. И это стало чувствительной темой не для 10% поляков, а для большинства поляков. И из-за этого, да, до сих пор эта тема поднималась, скорее всего, правыми, а сейчас она поднимается всеми. И это самый большой, то есть дело не только в эксгумациях, а дело тоже в том, это, конечно, не мне решать, я тут не хочу, чтобы это прозвучало как-то неуважительно. Это украинцам решать, кто будет украинским героем. Но у вас есть же герои. Всегда слышали, но кого же, но у других у нас нету. Сейчас есть. Есть у вас Зеленский, есть у вас Залужный. Пожалуйста, ребята. Есть у вас вот те молодые ребята, которые погибли. Есть герой. Достаточно про них думать и ними гордиться. Они же мирного населения не убивали. А что надо сделать? Но если мы хотим быть союзниками и братьями, то надо по-братски просто сказать: ребята, извините, такого не должно быть. Это не так сложно. Я 3 минуты тому назад сказал, что я за наши грехи извиняюсь. Не можно такого же сделать с другой стороны. В чем проблема? То есть, чего опасается украинская элита? Не знаю. Я, простите, не эксперт по Украине. Кстати, в этом интервью, про которое вы говорили, я сказал, что очень многие говорят, что раз человек эксперт по России, то, наверное, и про Украине. Я сказал, что это более-менее так, как говорить, что раз человек эксперт по Германии, то и, наверное, про Испанию все знает. Украина, Россия, Беларусь, 3 страны, 3 менталитеты, 3 народы, 3 разные системы. То есть я считаю себя экспертом по России, по Беларуси, кое-что знаю про Украину. Но экспертами по украинской политике являетесь вы, а не я. Но тогда вы мне объясните, Владимир В'ятрович настолько сильный, что все его опасаются? То есть он самая мощная фигура в украинской политике, и там просто президент Зеленский ничего не может сделать, поскольку его просто, просто готовить к такой, такого нельзя было сделать. Все, просто конец. Конец Зеленского после такого. Но, видимо, что-то, не знаю, возможно, тут не хватает какой-то, не знаю, чего-то не хватает. Да, мудрости не хватает, Витольд. Будем называть вещи своими именами, потому что действительно украинцы, я думаю, что украинцы спокойно могут сказать: извините полякам за то, что произошло на Волыне. И все. И просто надо просто, знаете, либо хотим быть союзниками, либо нет. Притом, это не обозначает, что после этого мы получаем, не знаю, какие-то специальные права в Украине, либо нам не надо извиняться за наши грехи. Но за грехи надо извиняться. Просто это такой принцип. Это такой принцип Запада. Но этим отличается Запад от Востока. Да. Востока в смысле России. В России хоть и убили, то есть, давайте, они же никогда не скажут: извините за Бучу. Никогда. Они просто этого не делают. Они даже награды раздадут. Они даже награды раздали тем убийцам, которые возглавляли. Именно так. Да? Поэтому я еще раз хочу сказать, что мы, те украинцы, которые абсолютно смотрим на это так же, как и вы, как проблему гуманитарную, которая требует человеческого решения. И в наших отношениях было много крови, много всякого дерьма. И, собственно говоря, мы являемся сильными народами, которые на протяжении друг друга неоднократно друг друга и резали, и были союзниками, и убивали друг друга, и дружили. И, в общем, все в нашей истории было. И поэтому отрицать это значит идти против, во-первых, против истины, а во-вторых, против здравого смысла. И
И в этом плане я считаю, что Украина придет к этому неизбежно. То, что вытворяет Ветрович и, к сожалению, Зеленский по какой-то причине продолжил эту линию, которую там начал Порошенко, это безумие историческое, которое вот они запустили. Я думаю, что это будет скорректировано. Это вопрос времени, потому что в Украине, поверьте, поляки должны понимать, что в Украине абсолютное большинство людей, оно вне контекста Волынской резни или Волынской трагедии, как ее в Украине называют. Я знаю. И это тоже нужно понимать. То есть эта тема, она, скажем так, в Украине манипулируется в угоду, скажем, тем политикам, которые развернули этот дискурс, потому что он показался им выгодным, героизация там УПА, Шухевича, там, да, потому что это показалось им выгодным, поскольку это продавалось, скажем так, на политическом рынке, как им казалось. И вот они начали эту тему развивать и углублять, пытаясь на этом заработать соответствующие политические баллы. Но с точки зрения того вреда, который это нанесло нашим отношениям с Польшей и другими странами, например, с тем же самым Израилем, здесь к бабке не нужно ходить, чтобы понять, что это вообще игра не стоит свеч. И во-вторых, опять-таки, там было действительно много крови и много зверств. Это правда. Поэтому я думаю, что поляки должны понять, что в Украине много людей, которые думают вот абсолютно по-другому. Это абсолютное большинство, я бы даже сказал. Что этот дискурс будет меняться, что будет пересмотрена, будет произведена ревизия этого всего. И вам просто нужно искать союзников в украинском политическом классе, среди журналистов, среди экспертов, которые помогут вам продвинуться в этом вопросе, и тем самым мы сможем стабилизировать наши отношения и уйти от этой проблемы, которая будет нас отравлять до того момента, как она в психологии, пока ты не закроешь гештальт, то это будет проблемой. Да, но я бы хотел еще только обратить внимание на один момент. Я однажды общался с одним из самых выдающихся российских историков, который имел в свое время доступ к архивам советских спецслужб. И он мне задал один вопрос. А зачем КГБ решило убить Степана Бандеру? Бандера, когда его убили, был реально политическим банкротом. То есть он не имел никакого значения. Они могли его оставить в живых. И он нашел какой-то документ, но это было в какой-то папке, к которой он имел доступ, но не имел права делать копии вот этих документов. Там была какая-то аналитическая записка, которая говорила, что просто Бандеру стоит убить из-за этого, что если он просто умрет, будучи политическим банкротом, все про него забудут. А если его убить, то он станет героем. А раз он станет героем, он будет портить взаимоотношения, как символ, портить взаимоотношения поляков и украинцев. Но это, понимаете, это только одна записка, один историк. Но стоило бы задать себе вопрос, зачем советское КГБ решило Бандеру убить. Я, если можно, добавлю несколько слов к тому, что вы сказали, пане Витольде. Во-первых, я поддерживаю вашу инициативу, и насколько я могу извиниться перед польским народом, если в какой-то мере я могу репрезентовать. Хотя бы в том плане, что я голосовал лично за Зеленского в 2019 году, и мне искренне очень жаль и очень стыдно за те действия, которые Зеленский совершил по отношению к Польше, да и по отношению к украинцам он сейчас многом поступает. Давайте не забывать про то, что это тоже очень хороший президент, который не бежал из Украины, когда он реально рисковал жизнью. Да, это правда, это тоже есть.
Я просто хочу что чуть-чуть пробил. продолжить. Не, тут я с вами совершенно согласен и перед этим еще Да. сказал. Тут вы правы. Хотя мы его страшно критикуем, будучи в нашей внутриукраинской повестке. Что-то такое было, наверное, с Лехом Валенцей в Польше. Но со стороны видится все-таки масштаб этой личности исторической. С другой стороны, ну, мы как люди с востока Украины, наши предки воевали все-таки в составе Красной армии, это правда, все мои там прадеды. И они тоже много зла, в принципе, принесли Польше по-своему. Может, не лично эти люди, но Красная армия и НКВД, которые пришли. То есть мы тоже несем часть ответственности, если не за западноукраинские действия, то за то, что было со стороны нашей. Но в то же время, действительно, Юра правильно сказал, тут извинения, они, может, будет приятно кому-то. Я очень рад, если полякам будет на душе тепло от этого. Но тут нужно решить эту проблему раз и навсегда. Нужно, чтобы не было тем, которые постоянно чувствительно разделяют украинцев и поляков. И в этом плане, я думаю, что нам нужно строить отношения, и вам нужно строить отношения с теми политическими силами, которые тут более склонны вас как бы поддержать. То, о чем вспоминали во время Колесниченко, этого Царева, это была, видимо, московская проба, да, там, как бы представитель Восточной Украины нашел чувствительную Смотри, тему. давай без лирики. Русские Польша. играли уже тогда партию, как бы Да. они выстраивали эту логику как бы раскола, они системно это осуществляли, это были просто исполнители. Поэтому вот тут можно без лирики вот этой всей и тяжелых как бы оборотов. Да, я к тому, что это, возможно, чуть испугало польскую элиту по поводу Восточной Украины. У нас вчера эта тема поднималась на нашей беседе с польским историком и блогером Зыховичем. Но сейчас, когда Восточная Украина тоже полностью, или Восток Украины полностью отвернулся от России, после всех этих бомбардировок, ужасных преступлений русской армии, тоже геноцида, поляки могут спокойно восстанавливать или строить заново свои связи с элитами и с обществом Восточной Украины, где не стоит тематика там Бандеры, культа ОУН, УПА и так дальше. И таким образом влиять на то, что происходит, как бы и исходит из Киева, в том числе в сторону Польши. Притом я еще хочу добавить, ну, понимаете, я тоже, я же понимаю, я думаю, что поляки понимают, что ОУН боролась тоже против советской власти. То есть мы тоже не ожидаем не какого-то, знаете, совсем такого черно-белого. Но насчет вот геноцида поляков, мирного населения, но тут, да, тут надо черно-бело смотреть, что просто такого нельзя было допустить. Господин Витальд, я думаю, что мы будем уже заканчивать. Мы почти 2 часа проговорили, и мне кажется, что у нас получился великолепный эфир, потому что, ну, вот я читаю отзывы, и наши зрители пишут, что вот как раз такой глубины не хватает часто в диалоге между Украиной и Польшей. Поэтому я думаю, вот такая была первая лиха беда начала, как говорят. И, ну, я думаю, что мы такую начнем системную коммуникацию, потому что со своей стороны мы готовы вам помогать в понимании украинских реалий. И в моем лице, я думаю, вы найдете такого серьезного помощника, который какие-то моменты вам будет объяснять, там, выводить на нужных людей там, и так далее. И в вашем лице я тоже думаю, что мы получим такого проводника в увлекательный мир польской политики, потому что я вижу, что многие вещи, которые вы говорите, нам очень, очень близки и очень понятны. И вот нужно это все очень хорошо в Украине системно понимать, потому что Польша, к сожалению, до недавнего времени украинцами политически вообще не просчитывалась, не понималась. Кстати, это касается Румынии и многих других наших западных соседей. И это была большая ошибка. И вот над ее исправлением мы работаем. Поэтому я вам выражаю огромную благодарность за то, что вот вы так спокойно и очень интересно нам все рассказали. Я очень спокойно, поскольку, понимаете, я всего 24 часа тому назад вернулся с Южной Кореи, и по южнокорейскому времени, это получается сейчас где-то середина ночи, я просто еле-еле в состоянии разговаривать с вами, из-за этого я такой спокойный. Поэтому отдыхайте и до новых встреч, всего вам наилучшего, вашей семье.
и Польши. Них же не слава подлежна Украине. Жечь Посполитая и Украина. Так, и героям И слава. слава Украине. Если можно, маленькую литературную ремарку. Вот мы говорили о фильмах и сериалах, которые помогут понять Россию, там Украину. Есть у великого украинского, ну, русскоязычного писателя Николая Гоголя чудесное произведение «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Вот мне кажется, на основе этого произведения очень много можно понять и про Украину, и про Польшу, и про в целом славянские страны. Вот. Огромное спасибо всем, кто нас смотрел, пани Витольде, Юра. Хочу пригласить, через час у меня будет премьера, ну, если закончится уже эфир, который у Юры, премьера интервью с Мухаммадом Фараджалахом об арабском мире, о том, что арабский мир предлагает миру, в том числе и Украине. Вот. А у Юры сейчас... Да, будет а у меня эфир интервью. сейчас с Бинаем Синком по поводу украинских моряков, потому что из-за войны тяжелая ситуация сейчас на этом рынке. Ну, это вы уже увидите в следующем эфире. Господину Витольду еще раз огромный респект. Спасибо. И до новых встреч. Пока. До новых встреч. Спасибо.